Привет, Чингис. Привет, Мири. Какая честь А, быть гостем у вас я в думал, блоге. вот для меня честь. Слушай, пока мы тут на распасовке. Мгм. В магазинчике «Белая река». Ну, мне как маме троих детей, как супруге, как жене, которая постоянно готовит, Мгм. очень важно, конечно, покупать правильное, хорошее, вкусное, здоровое Да молоко. ты что? Да, да, ну, как и всем маму. И по статистике, средняя семья употребляет 12 литров молока в день. В день? В неделю. А, В неделю. я думал, Ну, нифига ну, себе если у вас- молоко пьешь. Но если у вас Я воды 10 там- детей, то why not, да? Не, Почему? ну 10, конечно, Да. 10 все сожрут. Так вот, мне очень приятно, что сегодня ты позвал вместе с тобой сделать research, да, некий. Да что же, как Да. это делается? Что за белая речка? Это мой первый опыт. Я была на заводе в Корее, но это вообще другая сфера, а именно по производству продукта молочного нет. Так что сегодня у меня этот тушотой. Ну пошли, Всё, посмотрим. пойдем. Все начинается с молока. Да. Молоковоз собирает у фермеров молоко и, собственно, приезжает на завод. Но прежде чем принять молоко, нужно, конечно, убедиться в том, что оно надлежащего качества. Кстати, я спросила, у здешних таких машин в день привозят 30 машин. 30 машин. Да. Вот Открывай. смотри, ты когда-нибудь видела, как кумыс взбивают? Не, я видела, как шуро сбивают. Как шуро взбивают? Ну вот, смотри, короче, молоко, оно там отслаивается, и нужно его чуть-чуть взбить. Ага. Для этого вот такая штука и... Йоу! Короче, спортзал по-своему. Да, тут коровушки. Так, ну вроде нормально Постарались. хватает. Да. Теперь вот этой штукой берем забор. У тебя циферка 1? Да. Все, отлично. Все по протоколу. Отлично. Так. Вот так вот литр набирается одним методом. Потом набирается вторая кружка уже из другого отверстия. Ну и потом, соответственно, Это всё будем отправляется, делать да? анализ. В лабораторию. Это мы находимся в лаборатории. То самое молоко, которое мы с тобой взяли, нам его нужно проверить, подходит ли оно для производства. Всего 35 анализов. Всего-то. Всего-то, да. Подумаешь. Я все тебе не буду показывать, но я тебе покажу Давай. самые такие жесткие. Ага. Короче, вот сейчас самое первое мы проверим на кислотность молоко. Окей, Ну, давай. все очень просто. Мастер-класс. Мастер-класс, смотри, я бармен, Мгм. Так, это у нас вода. дистиллированная причем. Так, это вроде вот так делается. Есть. И хопа, видишь как? Вот так вот мне нужно сделать 2 раза. После первой и второй, между перерывчик и первой и второй. Господи, я не пью, поэтому плохо знаю эти поговорки. Так, Есть. окей, это мы сделали. Теперь мы берем Сейчас. 10 миллиграмм. И хоп. Это, конечно, вообще классно. Теперь вот это вот. Фенолал. Фенолфталерин. Да. Да, 3 капли. Раз, 2, 3. 3. Есть. Так, пока еще взрывов и вспышек нет, все еще Да, стабильно. теперь все вот это смешаем. Ну, а теперь вот смотри, я должен эту жидкость превратить в бледно-розовую. Чем больше я запущу вот этой жидкости вовнутрь, Тем больше нам будет. тем, соответственно, выше кислотность. Мгм. Все очень просто. Ну, Поехали. в общем, дальтоникам здесь работать нельзя. О, это Во-во-во, классно. видишь? Какой модный Подожди. цвет. Опа! Поехали дальше. Во-во-во, Вот это видно, вот да? бледно-розовый. В Это общем, цвет пиона. Кислотность Можно? Да. 1,7. 7. В общем, подходит. Да, да. Мы справились. В общем, здесь все очень круто. Вот молоко 35 раз проверяет, прежде чем его запустить на производство. В честность лаборатории верим. 100 пудов. Да. Let's go. Знаешь, почем принимает молоко у фермера? Ну, я догадываюсь.
Ладно, я тебе все равно скажу. В общем, 29 сом за литр. За литр. А, подожди, За здесь не за килограмм. литр, тут килограммами Да. считают. И причем, что интересно, если жирность выше 34%, тогда цена может быть больше. Ну да, сметанки же больше будет. И масла. Но мы передаем привет дояркам села Сентаж. Вы молодцы. Молоко нормальное, можно его принимать. Сначала спускаем воздух. Воу! Все, хватит. Ну что, пуск. О, видишь? Все в килограммах. Смотри, смотри, молоко потекло, смотри. О, фонтанчик пошел. Все, хватит, Закрываем? да, закрываем, да. Ну вы видели вообще, что там творится? Ох. Слушай, мы получили молоко. Что дальше? Ведь в нем всегда бывают бактерии, какие-то крупинки, пылинки и так далее. Да, так и есть. Но вот именно на этом заводе поставили новое современное оборудование. Просто топ of the топ. Стоит там миллионы долларов. Вот смотри, вот здесь происходит биорация, то есть удаляются вот эти вот запахи молока. Да. Вот на этой штуковине все вот эти вот примеси, все бактерии убираются. Она дезинфицирует молоко. Можно так сказать. Потом идем сюда. Вот здесь уже идет сепарация молока. Ну и вот тут нормализация. Все автоматизировано. И это еще не все. Даже вот жировые клеточки же такие всплывают на молоке. Вот тут на этом аппарате их сбивает, дробят, чтобы этого не происходило. Ну и в конце, конечно же, пастеризуют. То есть вот через эти трубы, здесь там, по-моему, 80 градусов, да. И вот тут вот молоко уже пастеризованное. Бедное молоко 7 кругов ада проходит. Так и есть. И все управляется вот на этом компьютере одним человеком. Да, зато одним человеком, но без человеческой ошибки, потому что, насколько я помню, Баке говорил, что все отключается, если что-то не так. Да, если что-то машине не нравится, она просто все вырубает и говорит, что вот здесь что-то не так. Забирайте молоко обратно. Круто. Молоко почистили, Ага. все с ним сделали, вот в эти танкеры все загрузили. И вот, собственно, отсюда уже идет на фасовку, и ты видишь то самое молоко, которое продается на прилавках. Окей, но есть еще и другое молоко, right? Которое фасуется в йогурты, кефиры, сметану. Да, есть. Но это уже другие совершенно помещения. Ты прям очень хочешь это. Да, я хочу в цистерну с йогуртом. Пожалуйста. Вот эти емкости, здесь как раз-таки и готовится все, что вот ферментируется. Ага. Кефир, Сметана, йогурт, там, да? да, йогурт. Опасно. Вот смотри, видишь, прям написано сметана, Да. йогурт. И теперь нужно проверить качество опять. Ага. Да, то есть мы молоко проверяли Да. качество, но теперь и сама продукция, ее тоже нужно проверить, прежде чем отдать потребителю. И вот здесь, в этой лаборатории, еще где-то там десятки анализов. Более того, видишь, готовая продукция здесь хранится, арбитражные образцы. Да. Это специально, если вдруг что-то пошло не так, здесь есть образец каждой партии. Вот, смотри. Да, и вот что-то там, еще какие-то заметки, да, написано Да, по и дате. тут вот написано, кто, какая смена, время, и можно раз вскрыть, проверить. Смотри, на самом деле у них здесь есть вот такая система, которая онлайн следит за температурой внутри машины. То есть, чтобы там не сказали, что вот прокисло было, там плюсовая температура во время доставки. Нет, вот тут прям сразу видно, что вот у него было там минус 10 градусов в кабине. Вот, зажигание было включено. Вот такая-то скорость у него была, понимаешь? Бедный некий Айбек, за ним все следят. Все Глаз за глазом, да. Ну, мне кажется, это очень круто, честно, я первый раз вижу, чтобы настолько все было под контролем. То есть каждый холодильник, каждая машина до пункта назначения. Да, зато уверен, то, что дойдет до твоего клиента в
хорошем качестве твоя продукция. Уважаемые жены, не переживайте, тут все вот, За Айбеком следят? да, за Айбеком следят. Мы находимся на линии Розлева. Вот. Это упаковка Тетрапарк. Вот эта машина может делать что-то 6000 упаковок в час. Час. Представляешь? Пока мы смотрим фильм, тут уже все. Уже бац, и супермаркет полный. Вот смотри, вот Здорово. берется, здесь наливается молоко, Ага. ну и потом так пынь. Склеивают, Да. ставят срок годности, отправляют его. Вот Точно. это, конечно, очень залипательно выглядит, вот просто. Чувствуешь, какая температура? Да, Где-то 2 да. градуса. Да, да. И здесь даже в помещении кондиционеры работают. Это специально, чтобы качество не ухудшилось. Да. Слушай, Чингис, есть небольшая разница. Я, конечно, не профи в упаковках, Ага. но вот разница между упаковкой для биокефира и молоком. Ну смотри, в чем разница. Там тетрапарк, и Ага. это может храниться полгода. Ага. А здесь другая упаковка, она хранится буквально неделю, эта продукция. Ну ты знаешь, свежая и вкусная, но она не должна долго храниться. ну Надо да. быстренько его. Поэтому оно чуть другое. Слушай, Чингис, у меня знакомство с компанией «Белая река» произошел благодаря творогу. Я покупала его как-то деткам, и им очень понравилось. У них несколько разновидностей, я, правда, не знаю, какое количество точно. 13 13, штук. серьезно. Да, Я пробовала да. 4. Там и с точно. ананасиком, еще с разными вещами. Поэтому мне очень, как маме, очень интересно производство творога. Как ни странно, па-бам, мы пришли на производство творога. Вот смотри, все не хитро. Вот здесь сам творог, его вот так намешивают. О, какой он вкусный. Хочешь Выглядит как итальянский джелато. попробовать? Да, по упаковке вижу, что сегодня у нас в меню творог с черносливом. Окей. Подожди, оттуда нельзя. Сорян, пойдем туда. Вот эта штука может выпускать продукцию до 10 тонн в день. Представляешь? Серьезно? Да? Я не одна, кажется, кто любит творог-то. Нет, я да. Вот это очень круто. Мы сейчас вот прям супер свежий творог попробуем в производстве. Давай. На производстве, да? Как Угощайся. С Богом. Похоже на мороженое. Да. Вы должны это попробовать. Как вы видите, мы не бросили свои ложки. И продолжаем есть. Да, мы сейчас находимся на 2-м этаже. Да, и вот здесь собирают ингредиенты. Вот смотри, настоящий обычный изюм. Наш изюм, кстати. Да, Девушка да. сказала. И что интересно, вот тут вручную его вот так очищают от хвостиков там. Ну и самый хороший изюм потом собирают и вот сюда вот закидывают. Опа. Осторожно. Ага. И чистят его. Воу. Видишь? Тихо, тихо. Капец горячо. Короче, изюм варят. Да, варят. Чтобы... А потом уже добавляют сюда. Я тебе показал все производство. Ты все попробовала. Довольно как слон. Но бизнес на этом не кончается, знаешь? Конечно. Ведь сначала одно дело произвести, а другое дело развести. Поэтому здесь у них есть логистический центр, и он расположен, как ни странно, уже в Бишкеке. Ну, смотри, Чингис, по поводу, как приготовить и что сделать, мне кажется, было интересно мне побыть, но женщина слаба в расчетах, поэтому эту часть я доверяю тебе. Ну, как потребитель, я могу поставить оценку как минимум 5 из 5, так как, во-первых, все чисто, все вкусно. В принципе, мы посмотрели от начала того, как привозят это молоко, как его расфасовывают, все это делают. Я довольна, говорю, как слон, честно. Чингис, спасибо тебе большое за этот опыт. Не за что. Давай. Все, увидимся. Итак, Мерим ушла. Да ладно! Но я вам все же хочу показать распределительный центр и обязательно поговорим с основателем об экономике, о бизнесе. Здесь общая квадратура где-то 1500. Сюда помещается порядка 100 тонн готовой продукции. Ежедневно отгружается где-то 60-70 тонн готовой продукции. 3 камеры, 2 из них температуры +2, их называют теплые. Там хранят молоко, кефир. И есть одна холодная, -18 градусов, там хранят масло.
Ну а теперь конкурс. Мы разыгрываем 6 пакетов, набитые молочной продукцией компании «Белая река». Все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой YouTube канал, на мою Instagram страничку и в комментариях написать, какие молочные продукты любите вы. Ну и, соответственно, половину мы разыграем среди комментариев YouTube канала и половину с Инстаграма. А результаты конкурса вы можете увидеть, как обычно, у меня на Instagram страничке в следующую среду. Мы в гостях у Сюин Байке. Большое спасибо, что приняли нас. Один из основателей этой компании. Сюин Байке, вот сегодня хочу поговорить немножко о цифрах и о сложностях. В каком году вы открыли первый молокоперерабатывающий завод? В 2010 году пока. Угу. До этого, с 2003 занимались до 2008 года именно трейдером. Угу. Заготовки молока и реализация. Вот И эти. в 10-м, после второй революции, вы Да. решили Мы перерабатывать решили, молоко. переработать молоко. И от многих компаний наш Мирлан говорит, мы, чтобы разливать молоко, говорит, столько времени уходит. А люди, говорят, за 1 год быстро разливают. А мы, Мгм. говорит, года 3 готовились. То есть стандарты ввели, ISO, HASP, Мгм. внедрили систему, стандарты получили, после этого начали на рынок выходить. До этого назад-вперед шли, там где-то что-то не то, все вот это доделали, потом, чтобы людям был именно качественный продукт. Если качественный продукт, тогда можешь спокойно реализовать. Если не качество, то нестабильный, тогда вот проблема. Поэтому вот эти шли. Понятно. А такой вопрос. Вот если говорить именно о заводе, на котором мы сегодня побывали, вы какую сумму инвестировали в него, чтобы вот он стал таким, какой он сегодня? Вот каждый период было, в каждом году энные суммы инвестировали. То есть от 200 тысяч до 500 тысяч долларов. То есть мы оборудование покупаем, сами делаем и начинаем произвести, он становится до определенного периода уже не соответствует. Потом заново меняем, заново делали. То есть путем эволюционной вот так по лестнице шли. Понятно, Байкер. На сегодняшний день какой объем готовой продукции производите вы вообще в целом по вашей группе компаний? Каждый год процентов 20-30 рост идет. На сегодняшний день в среднем мы перерабатываем от 80 до 100 тонн. 100 тонн молока за какой период перерабатываете? Это у нас обычно, мы говорим, это одно за 1 день. Я не ошибусь, если 100 тонн умножу на 365 дней и скажу, что вот такой объем продукции вы выпускаете. В среднем, да. Мы сейчас после ребрендинга мы ожидаем еще больше. У нее проектная мощность до 150 тонн может переработать завод. Какая часть продукции у вас оседает здесь, в Кыргызстане, а какая часть идет на экспорт? В данное время 70 на 30 идет. 70% здесь сейчас остается, а экспорт в основном сухое молоко, масло, сыры идет. А так кисломолочка у нас натуральная, срок годности маленький, поэтому сейчас ближний вот это Казахстан в основном. А так думаем Таджикистан, Узбекистан, как получится. А в России пока кисломолочков нет, только масло, сыры и Это сухое от молоко, срока да. годности, да? Да, от срок годности, да. Ну, у вас очень классная продукция, спасибо. Ага. Я был так, на самом деле, удивлен, то, что такие прям технологии современные. Вот. Вам удачи в Байке. Спасибо. Рахмат сіздерге, да. Спасибо. Счастливо. Давайте посмотрим, как этот бизнес влияет на экономику страны. В первую очередь, покупая этот продукт, вы, по сути, поддерживаете всех фермеров, которые держат корову у себя дома и сдают молоко каждый день. Кстати, это для многих семей в Кыргызстане одна из таких главных доходных статей. Отсюда вытекает следующий фактор – это количество рабочих мест. Их просто тысячи и тысячи. Это на самом деле очень круто. Также надо сказать и о самом продукте. Я считаю, что его экспортный потенциал очень большой, потому что вот именно благодаря тому, что наше молоко, оно такое необычное, кыргызские молочные продукты будут цениться за рубежом особенно высоко. Я почему-то в этом уверен. Также хочется подчеркнуть и тот момент, что
мы, производя этот продукт, делаем импортозамещение, то есть на наших полках все больше продукции отечественного производства. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, ну и, конечно же, оставляйте умопомрачительные комментарии.